Алекс родился в Украине и большую часть своей жизни прожил в Южноафриканском парке дикой природы. Когда ветеринар и фотограф-любитель патрулировал местность со своей камерой, как он это часто делал, он понятия не имел, что ему предстоит пережить в тот день. Вдалеке за камнями пряталась львица. Он никогда не был так близко к такому животному в дикой природе, и размер животного поразил его. Сначала он запаниковал и направил винтовку на хищника, уверенный, что львица попытается напасть на него. Но она только зарычала на него. В этот момент Алекс заметил нечто важное. Причина, по которой большой кот не напал на него, заключалась в том, что он не мог этого сделать. Оказалось, что ее нога застряла в ловушке, и она не могла продвинуться более чем на несколько метров, прежде чем ей стало слишком больно. Алекс одновременно испытал облегчение от того, что он все еще в безопасности, и ужаснулся тому, что такое животное было поймано таким бесчеловечным способом. Это явно было похоже на работу нелегальных браконьеров, которые, несомненно, вернутся, чтобы убить свою добычу и продать ее за большие деньги. Алекс был встревожен этой идеей и знал, что должен что-то сделать, чтобы помочь ей. Он решил подойти к львице и посмотреть, сможет ли он подобраться достаточно близко к ловушке и освободить ее. Но когда он приблизился, испуганное животное встало на дыбы и ударило его одной из своих огромных лап. Алекс быстро исчез из зоны досягаемости. Теперь он знал, что львица не подпустит его к себе. Благодаря своему профессиональному опыту Алекс заметил еще одну проблему. Когда львица огрызнулась на него, он увидел ее живот. Точнее, ее соски, набухшие и полные молока. Это означало, что у львицы поблизости были детеныши, которые без нее долго не проживут. Учитывая это, Алекс знал, что ему нужно действовать быстро, чтобы малыши не умерли от голода. Хуже того, другой хищник может найти их и сделать немыслимое, поскольку они не смогут защитить себя. Поскольку мать все еще была связана и не хотела подпускать Алекса к себе, у добросердечного человека оставался только один выход. Ему пришлось найти ее детенышей и принести их матери. К счастью, Алекс знал, что они не могут быть слишком далеко. И так он искал, пока не наткнулся на какие-то следы. Он проследовал по следам некоторое время, пока не услышал многообещающие звуки. Он последовал за ними и нашел 3 львят, спрятавшихся в высокой траве и зовущих свою мать. Алекс быстро подхватил их на руки и пошел обратно к плененной львице. Когда животная мать увидела их, она снова заревела и попыталась освободиться. Алекс нервничал, потому что не хотел так сильно ее расстраивать, чтобы она навредила себе. Поэтому он осторожно уложил молодых животных. Как только они оказались на земле, малыши снова начали кричать и медленно направились обратно к матери. Алекс подошел к львице и заговорил спокойно и успокаивающе, уверяя, что не хотел ее обидеть. Поняв, что никакой угрозы он не представляет, львица успокоилась. И когда ее дети наконец оказались с ней, она легла и дала им попить молока. Алекс с безопасного расстояния наблюдал за воссоединением семьи. Он был рад, что мальчики снова были с ней. Но он все еще не знал, как освободить львицу. Некоторое время Алекс просто сидел и успокаивающе разговаривал с ней. Он понятия не имел, как долго она находилась в ловушке, но знал, что она, должно быть, голодна. Алекс заверил, что вернется, быстро побежал обратно к своей машине и немного поездил, пока не наткнулся на труп зебры. Хотя у животного осталось очень мало мяса, он знал, что этого будет достаточно. Отважный человек отрезал от умершего животного большой кусок мяса и вернулся к львице и ее детенышам. Большой кот уже не был таким враждебным, как раньше. Она даже,
Казалось, была рада снова увидеть этого мужчину, тем более, что у него был для нее большой кусок мяса. Алекс смотрел, как она облизывала губы. Он нежно поговорил с животным, прежде чем дать ей мясо. Львица нерешительно встала и понюхала мясо, прежде чем нырнуть в еду. Пока она отвлеклась, Алекс понял, что настал его момент. Метким выстрелом из транквилизаторного пистолета он ввел львице успокоительное. Прежде чем препарат подействовал, он выпустил ее лапу из капкана и попытался заманить ее в кузов грузовика, куда уже поместил 3 детенышей в конуре. Однако он был настолько сосредоточен на своей задаче, что не заметил, что львица перестала есть и подошла к нему на несколько метров. Когда на него упала тень, Алекс медленно поднял глаза и увидел львицу всего в нескольких сантиметрах от себя. Но вместо того, чтобы разозлиться и напасть, львица просто стояла. Львица получила травму и не могла нормально ходить. Алекс хотел затащить ее в кузов грузовика, прежде чем она потеряет сознание, и слегка подтолкнул ее. Львица поняла и сделала нечто совершенно неожиданное. Прежде чем прыгнуть, она подошла к Алексу и начала тереться о него головой. Когда она, наконец, оказалась в кузове грузовика, Алекс связал ее и поехал так быстро, как только мог, в резервацию. Уезжая, Алекс не мог не удивляться тому, что только что произошло. В заповеднике он и другие работники ухаживали за раненой львицей и ухаживали за детенышами. За это время львица и ее детеныши все больше подружились с Алексом. Через несколько месяцев пришло время выпустить семейство львов обратно в дикую природу. Прежде чем расстаться, они в последний раз обнялись. Прошло несколько лет, а Алекс не видел ни одного из львов, которых он спас в тот день. И вот однажды он увидел удивительное зрелище. Под деревом бездельничал целый прайд львов. Когда он остановился на некотором расстоянии от животных, один из львов поднял голову и посмотрел на него. Увидев мужчину, он быстро встал и быстрым шагом направился к нему. Сначала Алекс нервничал, потому что не хотел, чтобы на него напали. Но потом он понял, что знает его. Должно быть, это был один из детенышей, которых он спас 4 года назад. Алекс был поражен тем, что встретил его, и еще больше потрясен тем, что лев, похоже, его помнил. Когда лев подошел достаточно близко, он начал тыкаться головой в Алекса, как это сделала его мать много лет назад. Алекс засмеялся и нежно погладил шерсть животного, прежде чем лев отступил и вернулся в свой прайд. Алекс не мог быть счастливее. Детеныш помнил его и то, что он сделал для своей семьи. Понимая, что он не хочет больше оставаться, Алекс развернул машину и направился домой. Но не раньше, чем он услышал громкий рык льва-самца. Хотя он знал, что это, вероятно, было разовым событием, Алекс не мог не думать, что ему удалось сформировать такую сильную и длительную связь со львом за такой короткий промежуток времени. И хотя он больше никогда их не видел, он был очень доволен опытом общения с этими удивительными существами.